Icy Genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре рассмотрим гибридные наушники от компании Kabir стоимостью $40. И приходят наушники в довольно небольшой коробке с приятным оформлением. Здесь имеется изображение самих наушников, есть логотип компании, а также указано название этой модели KB02. Но тут уже указаны технические характеристики. И за звук в этих наушниках отвечает динамический драйвер диаметром 10 мм, дополненный драйвером костной проводимости диаметром 10 мм, что для бюджетных наушников встретить этот тип излучателя это довольно редкость, поэтому сразу скажу, что мне было послушать эти наушники вдвойне интересно. Но чувствительность составляет 108 дБ и они получили сопротивление 40 Ом, что довольно немало, но зато в результате мы имеем куда более стабильную работу на разных источниках. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Двухжильный кабель с коннекторами 2 пин и штекером на 3,5 мм джек. 3 набора силиконовых амбушюр. Инструкция по использованию. Наушники получились довольно крупные, они выполнены полностью из смолы, и лицевая панель у них имеет очень красивый внешний вид с объединением двух других расцветок этих наушников, то есть синей и фиолетовой. И в итоге мы получили вот такой очень необычный и универсальный красивый вариант. И для бюджетных наушников, ребята, я считаю, что дизайн тут прям реально классный. Да и золотистый логотип компании очень неплохо так сюда вписался. Но тут у них располагается разъем 2 пин для подключения кабеля, и находится первое акустическое отверстие, а второе уже расположено здесь, на внутренней части наушника. Ну и звуковод у этих наушников, кстати, довольно стандартный, выполнен он из металла и имеет защитную сеточку и четко выделенный бортик для более лучшей фиксации амбушюр. Но все, что касается посадки и удобства использования наушников, то тут все отлично. Да, наушники, конечно, получились не маленькими, и они все-таки немного выпирают из уха, поэтому я считаю, что нужно учитывать вот этот момент перед покупкой. Но зато вот в остальном плане, ребята, тут полный порядок. Есть и глубокая посадка, и хорошая звукоизоляция, и лично у меня с амбушюрами D-Venus в ушах эти наушники сидят прям отлично. Ничего нигде не давит, и самое главное, что нету эффекта вакуума. Ну а также я считаю, что должен вам сообщить о том, что при постукивании по наушнику есть характерный резонанс от того самого костного излучателя. Я думаю, что все, кто владел наушниками с подобным типом излучателя, сейчас прекрасно понимают, о чем я. Но приобрести гибридные наушники Kabir KB02 вы сможете в официальном магазине компании Keep Hi-Fi на AliExpress, либо перейти на их официальный сайт keephifi.com и воспользоваться моим промокодом Icy Genius, который дает вам скидку на эти наушники в виде $16, что, как по мне, ребята, ну просто замечательно. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат гибридные наушники Kabir KB02. Вот так выглядит график частотной характеристики, и эти наушники имеют усиление низких частот на 12 дБ с очень плавным переходом к области нижней середины, а акцент в области верхней середины здесь имеет усиление на уровне низких частот, поэтому эти наушники здесь не звучат как-то излишне агрессивно или резко. В этом диапазоне баланс тут хорошо сохранен, да и высокие частоты для наушников такой ценовой категории тут очень даже хороши. Они имеют расширение до 13 кГц, а потом очень плавно затухают. Ну а теперь давайте лучше разберем звучание этих наушников более подробно. Ну а низкие частоты — это, как по мне, настоящая изюминка этих наушников. Они действительно мощные, глубокие, панчевые, что сразу бросается при первом прослушивании за счет использования костного излучателя, который тут реально работает и дает некоторый резонанс, или я бы даже сказал небольшое добавочное послезвучие после каждого басового удара. Басы в этих наушниках реально обладают буквально физической ощутимостью, создавая эффект заметного и в какой-то степени необычного удара, который особенно явно проявляет себя в жанрах с акцентом на низкочастотные элементы, такие как электроника, хип-хоп, дабстеп или драм энд бейс. При этом низы тут не забивают остальные частоты, так как они максимально контролируемые и четко проработанные, без излишнего какого-то размытия в своей подаче или неприятного басхедного бубнения. И это позволяет басам в этих наушниках оставаться достаточно плотными, быстрыми и выразительными с хорошей по прозрачности текстурой, не превращаясь
превращаясь в какую-то мутную непонятную кашу. Поэтому что бас-гитара, что ударные или синтезаторные басы в электронике тут звучат прям очень так сочно, бас стремится к бас-хедности с хорошей текстурой и добавочной динамикой. И сразу скажу, что в этом диапазоне тут это точно не скучные наушники, так как бас тут хорошенько так подчеркивает всю энергетику в любой музыкальной композиции. То есть неважно даже, что вы там сегодня будете слушать. Но вот средние частоты здесь имеют довольно теплый, приятный и естественный тональный баланс. Но при этом я отмечу, что с достаточной энергией и драйвом, чтобы передавать вам эмоции как вокала, так и инструментов. Но лично меня также радует, что область верхней середины здесь находится под контролем, за счет чего эти наушники не звучат как-то излишне резко или агрессивно в своей подаче, а вокал, будь то мужской или женский, звучит довольно натурально, с вполне хорошей проработкой деталей и текстур. Ну и инструменты, такие как гитары, фортепиано или струнные, передаются с некоторой ноткой теплоты, я бы даже сказал округлости, что делает их звучание комфортным для более длительного прослушивания, так как с областью верхней середины тут нам не переборщили. Да, она, конечно, выделяется, но довольно аккуратно, так как контролируется как раз таки за счет усиления или, я бы сказал, заметного присутствия низких частот. Они, так скажем, компенсируют ее, поэтому что вокал, что партии инструментов тут не теряются как-то на фоне, и главное, что тут нету неприятного вот этого кричащего эффекта, который часто встречается в наушниках с более явным акцентом в этой области, а я их переслушал, поверьте мне, очень даже немало, поэтому звучание в этих наушниках тут на выходе остается довольно сбалансированным, комфортным и музыкальным, что особенно важно для жанров вроде современной поп-музыки, рока или каких-то насыщенных инструментами акустических композиций. Но высокие частоты в этих наушниках выдают нам достаточно детальный, но не утомительный звук. Они не яркие, не агрессивные в своей подаче, что их делает максимально комфортными для более длительного прослушивания. Поэтому любители более спокойной и в какой-то степени приглаженной подачи тут точно останутся довольны. Но при этом высокие частоты тут достаточно подробные, чтобы передавать вам тонкие нюансы, такие как легкий перезвон тарелок, тонкие гармонии у инструментов или звучание высоких нот на скрипке. И в какой-то степени меня даже радует, что верхний диапазон тут слегка сглажен, что исключает появление какой-либо лишней и неприятной резкости или сибилянтов, например в шипящих звуках S или C. И это делает высокие частоты максимально плавными и неагрессивными, что особенно важно для, так скажем, чувствительных слушателей к этому диапазону или при прослушивании на высокой громкости. А ведь наверняка кто-нибудь из вас любит хорошенько так поддать усиление. Я ведь прав? Но однако, несмотря на вот эту гладкость, детализация и общая прозрачность и воздушное звучание, тут остается на достаточно высоком уровне для наушников такого небольшого ценового сегмента, что еще более удивительно. Поэтому они вам спокойно позволят наслаждаться как более сложными аранжировками, так и атмосферными треками. Можно и неплохо так поразбирать их на отдельные части за счет хорошей аналитики в этих наушниках, так и можно просто взять и насладиться и прочувствовать всю глубину композиции. Ну а звуковая сцена в этих наушниках получилась на удивление достаточно широкой и глубокой, и нету ощущения, что она ограничивается каким-то сконцентрированным и узким пространством внутри вашей головы, а слегка даже выходит за ее пределы, создавая ощущение более объемного звучания, и возможно этот так костный излучатель тут вносит свои плоды, либо ее реально вот так вот решили преподнести нам. И так сразу тут тяжело сказать, но самое-то главное, что это особенно заметно при прослушивании живых записей или треков с качественным стереоразделением, так как инструменты и звуки распределяются четко по вертикали и горизонтали, создавая более явный пространственный эффект, который как раз и добавляет музыке больше реалистичности. Да и глубина звуковой сцены в этих наушниках получилась достаточно умеренной. Она, конечно, не достигает уровня каких-то топовых моделей, но для своей цены она демонстрирует очень приятный уровень разделения планов. Например, четко понятно, что вокалы и основные инструменты находятся на переднем плане, а фоновые элементы, такие как бэк-вокал или атмосферные эффекты, отодвинуты уже чуть подальше. И это создает хорошее ощущение слоистости и добавляет музыке большей пространственной глубины. Поэтому инструменты и мелкие звуки не сливаются тут в какую-то единую массу, а остаются раздельными и четко различимыми, особенно в сложных аранжировках
аранжировках с множеством элементов, таких как оркестровая музыка или прогрессивный рок. И можно легко выделить отдельные инструменты: гитары, ударные, клавишные, струнные и все, что только можно встретить. И как по мне, это делает звуковую картину максимально упорядоченной и детализированной. Ну а вывод по гибридным наушникам Kebir KB02 у меня получился таков. Это довольно интересные наушники с очень приятным внешним видом и, на удивление, очень даже работающим костным излучателем, который дает характерный резонанс на низких частотах и дает какую-то более приятную и тактильную плотность. И при этом эти наушники обладают довольно сбалансированным V-образным тюнингом, знакомым для всех. Тут вам и мощный и выраженный бас, и довольно энергичная и задорная подача средних частот, и неяркие и очень комфортные высокие частоты с очень неплохой детальностью. Ну а ссылка на покупку этих наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.